Решение, которое ударит по сотням тысяч россиян. В Брюсселе озвучили новый подход стран Евросоюза. Интенсивность российских атак под Покровском уменьшилась вдвое. Захватчики выдохлись или готовят коварный план. Только Орбан улетел к Трампу, как его соратники в Венгрии занялись русофобией. Редкое явление. Диктатор готов уйти без боя. СМИ назвали условия. Лукашенко переметнулся в другой лагерь. В Беларуси взялись за пророссийских радикалов. И многое другое. Самые важные и срочные новости. Эксклюзивные подробности. Вы смотрите информационный выпуск «Нехта». Оперативно о событиях в Украине, России, Беларуси и мире. Раньше и понятнее других. Все, что нужно знать сегодня. Осторожно, двери закрываются. Еврокомиссия окончательно запретила выдачу многократных шенгенских виз гражданам России. Теперь для каждой поездки в Европу россиянам придется заново подавать документы. А это время, очереди, деньги. Комиссия приняла более строгие правила выдачи виз для граждан России. Это связано с возросшими рисками безопасности, вызванными неспровоцированной и неоправданной агрессивной войной России против Украины, включая использование миграции в качестве оружия, акты саботажа и потенциальное неправомерное использование виз. Глава европейской дипломатии Кая Каллас подчеркнула, путешествие в ЕС – это привилегия, а не право. Исключения возможны только для родственников граждан Евросоюза, работников транспорта, правозащитников и независимых журналистов. В прошлом году Россия вошла в число лидеров по числу заявок на Шенген. Более 600 тысяч обращений. Более полумиллиона из них были одобрены. При этом объем выдачи виз вырос по сравнению с 2023 годом, хотя остается значительно ниже допандемийного и довоенного уровня 2019 года, когда россиянам оформили свыше 4 миллионов документов. Активнее всего туристические визы гражданам России выдавали Венгрия, Франция, Испания и Италия. ЧП на месте базирования личного самолета президента США. Речь идет о военной базе Эндрюс в Мэриленде. Несколько человек оказались в больнице после того, как вскрыли посылку с неизвестным белым порошком, сообщает CNN. Инцидент случился в здании Центра подготовки ВВС Национальной гвардии США. После открытия конверта базу частично эвакуировали, доступ в помещение перекрыли. Экспресс-тесты не показали наличие опасных веществ, однако расследование продолжается. В пакете помимо порошка нашли материалы с политической пропагандой. Правда, о характере посланий не сообщается. База Эндрюс – стратегический объект, откуда вылетают президент и вице-президент США. Там же базируется самолет Дональда Трампа, который недавно использовался во время его визита. Что именно вызвало госпитализацию нескольких сотрудников и представлял ли конверт угрозу, пока не ясно. Под Покровском заметно снизилась активность российских оккупантов. По данным 7-го корпуса быстрого реагирования десантно-штурмовых войск Украины, враг сократил передвижение. Неужели захватчики выдохлись? По мнению украинских десантников, враг пытается минимизировать потери и восстановить логистику, чтобы дождаться пополнения основных сил. Украинские защитники сообщают, что несколько попыток переброски личного состава через южные окраины города были сорваны. Кроме того, оккупанты пытались проникнуть в Гришино, переодевшись в гражданское, но были остановлены. В соседнем Мирнограде ситуация по-прежнему остается напряженной. После неудачных штурмов с востока враг, по словам бойцов, может сменить направление удара. Из-за огромных потерь Москва предпринимает очередные отчаянные попытки пополнить нехватку в живой силе. После того, как российская военная машина выгребла из мест заключения десятки тысяч зэков, очередь дошла до детских колоний. Как сообщают источники РБК «Украина» в украинских спецслужбах, в 9-ю мотострелковую бригаду ВС РФ прибыли 48 новобранцев, вчерашние заключенные, которым едва исполнилось 18. По данным издания, этих ребят начали готовить к войне против Украины еще до совершеннолетия, а после сразу бросили на передовую. Ранее появлялись сообщения об использовании в качестве штурмовиков женщин и отправке на фронт бойцов Росгвардии. Продолжает Москва вербовать и иностранцев.
По имеющейся информации, как минимум 1436 граждан из 36 африканских стран сейчас воюют в рядах российской армии в Украине. Это только те, кого идентифицировали, хотя фактическая цифра может быть и выше. Похоже, просит еще солдат Москва и у Пхеньяна. Как стало известно, с визитом Северную Корею посетила делегация военного ведомства России во главе с заместителем министра обороны Виктором Горемыкиным. Тем временем Владимир Зеленский заявил, что в минувшем месяце захватчики понесли рекордное количество потерь с начала войны. Ми маємо 25 тисяч втрат 200-х ворога за жовтень місяць, тільки завдяки БПЛА. Тут чітка цифра, тому що все це з відеопідтвердженням. Президент уточнил, что реальная цифра может быть выше на несколько тысяч. Уважаемые подписчики, обращение к вам, ведь именно вы решаете, узнать ли все эти новости еще больше людей. Каждая ваша подписка, каждый лайк, каждый репост, каждый комментарий длиннее 6 слов и каждый досмотр видео до конца помогают продвигать наши ролики среди сотен тысяч новых пользователей. Так еще больше людей узнают правду именно благодаря вам. Спасибо за то, что остаетесь с Нехта. И продолжаем. Пока Орбан летел на встречу с Трампом, чтобы поработать там российским дипломатом и попытаться убедить президента США все-таки встретиться с Путиным, стало известно, что в Венгрии готовы сделать шаг, который Кремлю явно не понравится. Нефтяная компания МОЛ, контролирующая переработку топлива в Венгрии и Словакии, заявила, что готова заменить до 80% поставок российской нефти. До этого МОЛ повторяла позицию Орбана: заменить сырье из РФ якобы невозможно. Но теперь компания изменила тон. В новом отчете говорится, что хорватский трубопровод «Адрия», идущий с побережья Адриатики, может стать альтернативой «Дружбе». Он способен обеспечить до 80% потребностей венгерских и словацких НПЗ, хотя и с большими техническими рисками и расходами. Венгрия и Словакия остаются последними странами ЕС, напрямую получающими российскую нефть. Только в сентябре импорт составил 311 миллионов евро. Теперь, мол, осторожно модернизирует заводы, чтобы перейти на переработку нероссийской нефти. Ну что, как думаете, не пора ли Владимиру Путину произнести свою коронную фразу? Наши так называемые партнеры нас просто надули. В Беларуси осудили пророссийских активистов. Вы не ослышались. И нет, Лукашенко, тысячи раз клявшийся в своей преданности Москве, жив и на свободе, и все еще является диктатором. Тем не менее, в Гомеле суд вынес приговор группе мозырских подростков, которых КГБ и Следственный комитет назвали членами экстремистского формирования. В деле 8 человек, 7 из них на момент задержания были несовершеннолетними. По версии следствия, осужденные пропагандировали нацизм и нападали на горожан из национальной ненависти. Госсми утверждают, что они создавали десятки телеграм-каналов и чатов, где реабилитировали нацистов, дискредитировали Беларусь и призывали к терроризму. Суд проходил за закрытыми дверями, без журналистов и общественности. В итоге всех признали виновными. Приговоры от 3 до 6 лет и 9 месяцев колонии. Хотя в официальных отчетах название группировки не называлось, можно прийти к выводу, что речь идет о так называемых объединениях ПЕРТ и Дух Руси, о которых сообщалось весной. Эти группы связывают с российскими ультраправыми движениями. На словах Лукашенко всегда поддерживает Москву, но когда ситуация заставляет, без колебания расправляется с пророссийскими радикалами, как это было с РНЕ, или бросает за решетку прокремлевских пропагандистов, как это было с сотрудниками Регнума. В это тяжело поверить, но один из известных диктаторов готов уйти. Обычно эти персонажи не выпускают власть добровольно, но за этого серьезно взялся Вашингтон. Супермотач! Николас Мадуро, который на публике косплеит Фиделя Кастро и своего предшественника Уго Чавеса, на самом деле готов договориться с Белым домом. По данным The Atlantic, венесуэльский автократ готов на отставку, если США предоставят ему амнистию, отменят вознаграждение за его арест и помогут договориться о приеме в третьей стране. Как пишет издание, несмотря на официальный разрыв дипотношений, Вашингтон поддерживает контакты с Каракасом через спецпосланника Ричарда Гренелла. Но есть
в нынешней президентской администрации и ястребы, которые проталкивают силовой вариант. По данным издания, возглавляет партию войны госсекретарь Марко Рубио. Именно он добился отправки к берегам Венесуэлы крупнейшей со времен Карибского кризиса военно-морской группировки и ударов по лодкам наркодилеров. Сам Трамп, по информации собеседников The Atlantic, окончательного решения пока не принял. Журналисты проекта анонсировали публикацию большого расследования о семьях кремлевской элитки. Попал в центр внимания и ближайший многолетний президентский пресс-секретарь Дмитрий Песков. Оказалось, что бывший чекист Владимир Путин, приведший к власти и большим деньгам огромную команду бывших сотрудников КГБ, допустил к себе этого чиновника не случайно. Происхождение у Пескова подходящее: среди предков и большевики, и сотрудники органов. Но с первой женой будущий глава кремлевской пресс-службы прокололся. Та ушла от него к англосаксу вместе с тем самым сыном, который больше похож на Тиграна Кеосаяна, чем на официального отца. Но Песков долго не унывал и, как элегантно пишет проект, увлекся будущей женой. А было той тогда 14 лет. И кто знает, может, этот нездоровый интерес к несовершеннолетним сыграл дополнительную роль при приеме Пескова на работу к любителю целовать мальчиков в животике. Как думаете? Но семью Путина вниманием проект тоже не обошел. Полное расследование журналисты обещают опубликовать на следующей неделе, но уже анонс впечатляет. Тихой сапой хозяин Кремля пристроил на теплые должности в госструктуры уже 24 своих родственника, от бывшей жены и любовниц до внучатых племянников. Отдельное спасибо, что смотрите, досматриваете до конца, и спасибо за доверие. Жду ваших развернутых комментариев, лайков и репостов. Это важно, чтобы нас становилось больше. Прекрасного вам и продуктивного дня. На этом пока все. До новых встреч и хороших вам новостей.